Новый день, новая достопримечательность. И я на входе в музей крепость Эребуни. Здесь приезжают целыми школами на экскурсии. Друзья, вход в музей. Но мы в музей не пойдем. Мы пойдем на крепость. То есть, чтобы попасть на крепость, нужно подойти к музею, повернуть налево и идти наверх. Ага, а тут закрыто. Короче, мы наивные юноши, получается, которые пошли посмотреть на крепость Эребуни бесплатно. Но не тут-то было. Да, очень красиво со стороны. Но не тут-то было. Там стоит, значит, ограждение. Нужно приобрести билет. Вот. Для информации, один билет стоит 1500 драм. Это пропуск и в музей, и на саму крепость. Вот, так что идем искать банкомат. Сейчас будем снимать. Вот такой вход в музей. Только фото, да? Как сказала уважаемая сотрудница музея, только фото. Поэтому дальше я показываю вам несколько фотографий, которые я сделал непосредственно в самом музее. Здесь вы можете увидеть, как выглядела крепость Эребуни, когда еще она была целой, какую посуду использовали люди в те времена, старинные глиняные кувшины того времени, колесницу и наездника и многое другое. Что самое интересное, можно рассмотреть поближе карту этого древнего царства Урарту. Конечно, я не сделал все фотографии в музее, я думаю, у вас должен быть интерес, чтобы его посетить. А теперь пришло время посмотреть саму крепость. Вот такой проход на крепость. И нужно, соответственно, подняться. Вот такой, друзья, видочек с крепости Эребуни. Открывается на весь Ереван. Причем интересное преимущество вот этой возвышенности заключается в том, что можно обойти. Как вы видите, вот здесь есть пешеходная тропинка. Можно обойти вот эту потрясающую крепость Эребуни, которая была построена аж в 782 году до нашей эры, ребята. То есть этому району Еревана уже миллионы лет. Ну, то есть образно, да? Он очень старый. Вот. То есть здесь можно пройтись по тропинке и обойти со всех сторон, посмотреть на Ереван. Там я вижу, кстати, вдалеке, это, наверное, район, который называется Нор-Норк. Вот так выглядит Ереван с восточной его стороны, прямо за городом, за крепостью Эребуни. Вот такие холмы, похожие немножко на пустыню. Из интересных фактов, даже в то время у урартов в крепости был свой водопровод. Он состоял из каменных труб диаметром в 40 сантиметров, а источником служила горная вода. Крепость окончательно забросили в IV веке до нашей эры. Некоторые объекты на территории крепости были реставрированы, чтобы мы с вами могли более детально посмотреть эту историю. Каждому рекомендую посмотреть эту крепость вживую, потому как поселение Эребуни было включено в список Forbes как одна из 9 самых древних крепостей мира.